Приветствую всех на новом видео о гоночном проекте на платформе RageMP GTA 5 Race. Я являюсь главным разработчиком этого проекта и сегодня хочу более подробно вам рассказать о режимах игры, которые мы реализуем на проекте. Сама суть проекта была основана на классическом гоночном режиме, поэтому именно над ним мы работаем больше всего и хотим, чтобы самое интересное происходило именно тут. Я более чем уверен, что такие гонки понравятся вообще всем любителям автоспорта и автомобильной тематики. В них не обязательно слишком сильно напрягаться, можно просто чилово отдохнуть и классно провести время. Покататься на любимой машине под красивейший закат, например, на каком-нибудь немецком Нюрбургринге с видом на средневековый замок Нюрбург. Даже если ты не заберешь первое место, ты в любом случае получишь небольшой бонус за участие. А вот если ты выиграешь, получишь отличное вознаграждение, за которое можно будет прикупить машину еще круче. В этом режиме помимо основного приза ты получаешь бонусы за свое мастерство. Например, если ты правильно проходишь прямые участки, входишь в повороты, ездишь без контактов с другими участниками или отбойниками. Также этот режим идеально подходит новичкам, чтобы плавно вкатиться в игру. Тут на тебя нет давления со стороны команды или страха потерять какие бы то ни было очки. Ты играешь в свое удовольствие, тренируешься вовремя тормозить, правильно входить в поворот, чувствовать трассу и принимать быстрые решения в зависимости от меняющейся ситуации. Но основной режим гонок далее подразделяется на рейтинговые и обычные. В рейтинговых гонках при победе ты прокачиваешь свой рейтинг, и тем самым опытные игроки будут соревноваться с такими же опытными и профессиональными пилотами. Мы также уделяем много внимания балансу автомобилей, чтобы гонки были по-настоящему честными и все зависело только от навыков и автомобиля, а не от шанса или меты. Напиши в комментарии под видео, какая твоя любимая гоночная трасса, и мы постараемся добавить ее уже в следующем обновлении. Кроме основных гонок, мы делаем увлекательные интересные системы также и для любителей дрифта. Мы разработали систему дрифт-ивентов. Чтобы поучаствовать в таких ивентах, тебе сперва нужно купить автомобиль и настроить его под дрифт. Таких настроек будет очень много, начиная от базовых сход-развала и давления в шинах и заканчивая кастером, клиренсом и прочими. Все они будут влиять на динамические показатели машины. Основная прелесть этого режима в том, что здесь тебе не нужно соревноваться ни с кем за первенство. Ты просто берешь, выставляешь свою машину боком и наслаждаешься тем, как она скользит по слегка влажной от летнего дождя поверхности горного серпантина. Если ты хорошо умеешь это делать, собираешь много очков дрифта, за которые после тебе выдадут хорошую награду. Здесь тебе не нужен Rolls-Royce, чтобы быть крутым. Берешь обычный Skyline или Марка, и ты уже король дороги. А награду можно после спустить на качественную резину с держаком, настройку кайлов или усиленную КПП. Сперва мы добавим основные дрифт-ивенты, а потом будем постепенно расширять их разнообразность. Дрифт-ивенты будут находиться в свободном режиме, где можно и просто подрифтить в свое удовольствие или потренироваться входить в повороты на понравившейся трассе. Из ивентов в первую очередь мы добавим Drift Attack, King of the Drift, турнир выходного дня, Drift Combo Challenge, это режим на удержание серии, Drift Sprint, короткий агрессивный формат, где решают быстрый вход, угол и темп. Night Session, ночной ивент с упором на атмосферу. Также можно будет дрифтить с другом. За парные трюки вы оба будете получать увеличенную награду. На проекте будет расписание дрифт мероприятий, и можно будет подстроить свой график так, чтобы всегда успевать на любимые. Если ты знаешь еще какие-нибудь мероприятия, связанные с дрифт-тематикой, мы будем очень признательны, если ты распишешь их нам в раздел идей в Discord-канале, ссылка на который под видео. Мы хотим строить сильное и большое дрифт-комьюнити. В отличие от обычных гонок, основная особенность гонок Формулы-1 заключается в том, что это соревнование уже для настоящих профессионалов. Здесь решают вообще все. От предварительной настройки болида и команды до продуманной стратегии на сам заезд. Стратегии, которую ты строишь в зависимости от различных условий. Дня и ночи, погоды, соперников. Машина здесь ощущается вообще иначе. Она невероятно быстрая, и сперва кажется, что ты легко обойдешь всех с такой скоростью. Но в действительности победу здесь делает точность, тактика и умение не ошибаться. Для участия ты сам строишь и настраиваешь свой болид. Ты решаешь, какая у него будет мощность и крутящий момент. Но не забывай, что чем мощнее двигатель, тем он тяжелее. И даже самый крутой болид может проиграть из-за плохой подготовки. Перед заездом вы узнаете, какие будут условия на треке, и донастраиваете машину. Сколько и какого залить топлива, какие поставить покрышки, когда и сколько раз заехать на пит-стоп. Тут все зависит от тебя, твоих навыков и опыта.
Если ты достаточно скилловый и опытный игрок, ты непременно сорвешь главный куш этих соревнований. А если ты хорошо разбираешься в дисциплине Формула-1 и тебе хотелось бы внести свой вклад в развитие проекта, свяжись со мной любым удобным для тебя способом. Я только сейчас начинаю изучать эту тему, мне бы очень помогли качественные советы от разбирающегося человека в этой сфере. А вот в раллийных соревнованиях соперничество пойдет не с другими участниками, а с самой трассой и временем. Тут ты поедешь практически вслепую. Много закрытых поворотов и сложных, труднопроходимых спецучастков. Хочешь играть ралли? Готовься учиться атаковать узенькую трассу с ямами, трамплинами и очень разным покрытием. А также внимательно следить за перепадами высоты, обрывами и склонами. Здесь твоя ошибка будет стоить очень дорого. Мы знаем, что в реальном мире в подобной гонке участвуют двое, пилот и штурман. Но у нас на проекте было принято решение пока что отказаться от штурмана в силу игровой условности. Несмотря на это, играть ралли не станет менее интересно. Тебе придется выполнять обе роли одновременно и принимать рискованные и быстрые решения. Ралли можно любить или ненавидеть. Презирать, говорить, что раллийщики не гонщики, или же наоборот, восхищаться их мастерством. Но точно не оставаться равнодушным к этому по-настоящему уникальному виду автоспорта. Я думаю, что тебе стоит точно попробовать сыграть одну гоночку, чтобы понять, подходит ли ралли тебе. Если обычные гонки уже перестали приносить удовольствие, возможно, стоит попробовать начать играть турниры. Турниры будут проходить по выходным, так, чтобы каждый игрок мог найти время спокойно зайти и сыграть несколько матчей подряд. Матчи здесь будут построены на основе классических гонок, но смысл тут в том, что сперва проходят отборочные квалификационные матчи. По их результатам потом выстраивается сетка участников турнира. Даже если ты прошел квалы не очень хорошо, попадаешь вниз сетки. И ничего в этом страшного нет. Ты все еще можешь забрать первое место турнира. В этом режиме будут сражаться самые опытные гонщики за звание пилота месяца. Если ты получил такую награду, то смело можешь называть себя одним из самых лучших пилотов проекта. А если ты еще и получаешь эту награду постоянно, то тебе просто нет равных. Ты машина по уничтожению трассы. Конечно же, тебя ждет очень щедрая награда за победу в таком турнире. Но также, помимо этого, каждый игрок будет видеть твое имя в списке победителей, в списке лучших гонщиков и просто тех, у кого стоит поучиться. Ты сможешь даже давать свои уроки, обучать новичков игре. Тебя будут почитать и уважать. Но помни, здесь нельзя терять свою хватку. Нужно всегда быть в фокусе и концентрироваться именно на победе. Иначе придет другой и заберет у тебя все, чего ты добивался потом и кровью. В этом видео я рассказал лишь малую часть того, что мы хотим реализовать на проекте. Перечисленные системы уже были спроектированы и сейчас разрабатываются, а многие из них уже вообще проходят тестирование и доработку. Также хотелось бы выразить благодарность всем, кто писал предложения. Мы почерпнули для себя очень много нового и продолжаем работать над проектом, делать игру все более интересной. Напиши в комментарии под этим роликом, какой режим понравился больше всего, а какой, наоборот, не заслужил твоего внимания. Если тебе понравился проект, заходи в наш Discord канал. Мы там общаемся, публикуем обновления и делимся инсайтами по проекту. Уже совсем скоро начнется ЗБТ. Ссылка на Discord под видео.